Привет, дорогие друзья! Ну что, сам Бог нам велел сделать что-нибудь такое по международной тематике. И уже посмотрим мы не на Ближний Восток, там, слава Богу, все пока что нормально, посмотрим мы в другую сторону. Вообще сейчас есть много сторон, куда можно посмотреть. Вы видите, что происходит у Азербайджана с Российской Федерацией или у Российской Федерации с Азербайджаном. Там жестят хорошо так. И прям видно, как жестят. Я публикую фотографии регулярно в телеграм-канале. В эту тему нырять сильно я бы не хотел, потому что мои выводы не понравятся обеим сторонам. Зачем мне это надо, как говорится. Вот. Поэтому со всем уважением, наверное, нет. Но посмотрим мы в сторону Балкан. Там вообще непонятно. Очень долго там было. Нельзя сказать, что там вот долгое время было все спокойно на Балканах. Разрушили Югославию в свое время. Югославия была не хухры-мухры, а очень крутая страна. В Югославию входило много земель, которые сейчас раздробили и стали все отдельными странами. Успешность их, в некоторых случаях я могу поставить под сомнение. А Югославия была мощным государством. Ее развалили. Потом полетели бомбы с объединенным ураном от НАТО, разрушили инфраструктуру Сербии бомбами, посодействовали отделению Косово. Милошевич был свергнут в результате бульдозерной революции. Это была первая, наверное, цветная революция начала как раз-таки 21 века. И потом Милошевича отправили в суд в Гаагу, где он, очень странно, умер. Не он один, кстати, при странных обстоятельствах скончался. Последствия этих событий ощущаются до сих пор. В России ссылаются на прецедент Косово, оправдывая провозглашение независимости части государств в одностороннем порядке. Югославия, повторяю, развалилась на множество государств, и далеко не все они, мягко говоря, являются успешными. Но если Словения и Хорватия уже вошли в Европейский Союз, то с остальными немножко проблемка. Нужно сделать это так, чтобы они друг с другом не передрались, чтобы сам блок не развалился из-за этого. Так или иначе, оправиться от военного поражения Сербия смогла. С конца нулевых там правит сербская прогрессивная партия. И с приходом Вучича во власть эта партия стала главенствующей в стране. Вучич пришел в 2017 году. В текущем и позапрошлых созывах партия вообще сформировала монокоалицию в стиле «Единая Россия» или «Слуги народа». То есть сформирована такая властная вертикаль, которая вполне позволяет власти проводить реформы, и никто палки в колеса ставить не будет. При этом в Сербии растет внутреннее напряжение. Для того, чтобы каким-то образом это напряжение погасить, Вучич уже дважды устраивал досрочные парламентские выборы. Но оппозиции это как раз-таки не помогло, потому что они заявили, что у них не было времени для того, чтобы нормально к этому подготовиться. А Вучич же, по их мнению, используя админресурс, сохранял свою власть. При этом хватает других проблем, провоцирует это все гражданское недовольство и протестные акции. В какой-то степени переломной датой стало 1 ноября 2024 года. Тогда на железнодорожной станции Нови Сад произошло обрушение бетонного навеса. Погибло 16 человек, включая 2 детей. Даже гражданин Северной Македонии тоже погиб. И вот трагедия вызывает... Просто я рассказываю, с чего все началось. Ибо мы зачастую смотрим и такие, а что это там такое происходит? Они в Европу хотят. То есть хотят трусы кружевные или что-то. Не очень. Потому что на самом деле предлогом стала вот эта вот трагедия министра инфраструктуры, и премьера нехотя отстранили от выполнения обязанностей, кого-то даже задержали, но лиха беда начала, потому что, как всегда, у протестов и у майданов появляется повод, а дальше уже появляются другие поводы. Так что акции не прекратились, зазвучали призывы к общей стачке. Как это всегда бывает. Старшее поколение, которое смотрит телевизор или видела что-то раньше, или в общем, неизвестно по какой причине, из-за мудрости или еще из-за чего-то, поддерживает власть. При этом молодое поколение в основном выходит на улицу, и, в общем, движущей силой становятся, как всегда, студенты при поддержке их преподавателей. Ничего нового в этом нет.
Но нашлось немало противников власти среди малого бизнеса, работников сельского хозяйства, коммунального транспорта. Поддержку выразили даже теннисист Новак Джокович и певица Мадонна. Певица Мадонна там просто так, потому что певица Мадонной на старости лет ей похрену, кого, в принципе, поддерживать или против кого выступать. Главное, чтобы на нее хоть немножечко обращали внимание. Но вообще меня поразило объединение ультрас, потому что, насколько я, извините, слышал, но там и левый ультрас, и правый ультрас объединились вот в этом противостоянии. В марте оппозиция устроила драку в парламенте, придя на заседание с дымовыми шашками, там пострадали депутаты. В том же месяце активисты обвинили власть в том, что против них на митинге было использовано акустическое оружие. И, мол, типа из-за акустического оружия у них возникали приступы паники, какая-то громкая музыка, и они в панике хотелось им убежать с этого митинга. Позже появилась даже фотография этой пушки. Власть, конечно же, все отрицала. А для расследования обстоятельств привлекли российскую ФСБ. При этом в апреле Вучич объявил о создании движения «За народ и государство» и организовал крупный провластный митинг в столице. Но на прошлых выходных, когда Сербия праздновала крупный праздник видов день, вспыхнули опять протесты. Участники в ультимативном порядке потребовали от власти досрочных выборов, разогнать палаточный лагерь сторонников Вучича возле здания парламента, и по традиции мирный митинг перерос в столкновение с правоохранителями. Демонстранты закидали полицию фаерами под крики «Снимите щиты!». Та в ответ применяла светошумовые гранаты, перцовый газ. В общем, получилось вот так вот. Протестующие пытались заблокировать транспортные артерии нескольких городов, появились баррикады из мусорных контейнеров. Теперь за первую ночь только задержали 80 человек, 50 полицейских получили ранения. Координирует этот, хотел сказать, Евромайдан, он там как-то по-другому называется, там какая-то опять студенческий совет, через соцсети сообщают, куда выдвигаются силовики и так далее. Я должен сказать, что здесь ситуация очень неоднозначна. То есть, если на Майдане там тоже нельзя сказать, что все были упоротые. Наверное, какие-то были просто обманутые люди. Глупые люди. Глупые люди почему? Имею в виду на Киевском Майдане, конечно. Потому что они выходили против репрессий ужасного Януковича. И сейчас у этих дураков спроси, какой самый страшный репрессор был. Они скажут Янукович. Эти тупорылые даже не видят того, что, или не хотят видеть того, что сейчас происходит. Тотального запрета всего. При Януковиче, я помню, ток-шоу постоянно были, где Януковича мочили. Представить такое себе сейчас в Украине невозможно, нереально. Это просто невозможно, такого не может быть. Как быстро этот народ смирился, покорился и склонил гриву. А тогда я помню, что наоборот, за свободу, за все такое. Так вот, на сербском Майдане там люди разные на самом деле. И назвать всех упоротыми какими-то нельзя. Нельзя также сказать, что все они там за европейское будущее Сербии. Нет. В большей степени они все-таки против внутренних проблем. Вучич уже объявил о победе государства над протестом, поздравил полицию и потребовал наказания для организаторов. Вместе с его российскими сторонниками он утверждает, что Сербию через подобные процессы пытаются лишить суверенитета внешние акторы. И да, и нет. Потому что, опять-таки, повторяюсь, протесты идут против внутренней политики. Это не протесты за НАТО, условно говоря. Но при этом, конечно же, надо помнить, что Майдан в Киеве тоже был типа против Януковича. С другой стороны, против Януковича, потому что Янукович не давал вот этим вот умникам, уже 10-11 лет прошло, вступить в ЕС. А вот как Януковича сбросили, так и вступили по колено. Одно из главных противоречий между ЕС и Белградом заключается в том, что Вучич отказывается признавать независимость Косово, без чего ни одних, ни других не могут принять в блок. Переговоры по нормализации отношений шли, но с переменным успехом. Пару раз чуть новая война не началась, после чего Вучичу приходилось немножко сдавать назад. Откровенно говоря, сложно представить, чтобы сербы добровольно выбрали лидера, который откажется от куска их территории. С другой стороны, мы наблюдаем, как Сербия окружена странами НАТО. В Сербии очень тяжело.
Тут совсем непростая ситуация. И когда там говорят, что вот Сербии, если что там, кто-то там поможет, да вот у этого кого-то прямого доступа даже нет к этой стране. Вот в чем дело. Вот. И поэтому Сербии непросто. А еще не проще из-за того, что в Брюсселе сидят умники, которые начинают подогревать у себя прямо под жопой серьезный конфликт там, где конфликты лучше не начинать вовсе. Потому что Первая мировая война началась на Балканах. Потому что на Балканах легче разжечь, чем потом потушить. Но создается впечатление, что тупорылые, которые подыгрывают такого рода конфликтам в Брюсселе, вообще уже с атрофированным мозгом. Там хватает проблем. Развал Боснии и Герцеговины вообще это вопрос времени. Ее сербская часть может воссоединиться с Сербией. Только нет гарантии, что это не спровоцирует конфликты с хорватами и бошняками. А там, глядишь, и албанцы могут решить, что одного Косово, им не очень-то достаточно. Это регион, который лучше не трогать. Чуть-чуть возгорается, сразу все огнетушители туда. Но кто-то напротив чиркает спичками. Самоликвидаторы. Можно заметить, что очень много происходит сейчас одновременно с этим. То есть я говорил, протесты в Сербии, давление на оппозицию в Молдове, атака на церковь в Армении, резкое, очень уже упомянутое мною обострение российско-азербайджанских отношений, взрывы на судах в Средиземном море. И можно говорить, это просто так совпало. Мне кажется, это часть одного большого плана по давлению и сдерживанию Российской Федерации. Давайте посмотрим на это все как на одну картину, а не как на разрозненные какие-то части. Видите картину? Видите, что вырисовывается? Да видите. Но хотя в РФ кто-то еще болеет за Вучича, он им не другом кажется, потому что на самом деле он не так прост. В свое время таким непростым человеком считали Лукашенко. Правда, Лукашенко сейчас никак не может балансировать между РФ и Западом. А Вучич может. Вучич внезапно явился в Украину. Это впервые с начала полномасштабной войны он посетил Украину. Правда, при этом не стал подписываться под заявлением с осуждением войны в Украине, чтобы не злить россиян. И вот тут украинские власти поступили именно так, как они поступали всегда. Видя, что Вучич не кричит «Слава нации», украинской нации, они начали напрямую подыгрывать протестующим против Вучича. Все СМИ забиты там, давайте там, браты там, все, свергайте его, пусть и у вас настанет Европа, как и у нас. В таком плане. И они даже не задумываются, что в принципе вот эти свиньи подрывают дуб, с которого падают желуди, которыми они питаются, потому что поставки оружия из Сербии – это очень неприятный момент для Российской Федерации, но для Киева, в принципе, это же было благоденствие, не? И вскрылось это давно. Поначалу в правительстве Вучича пытались это отрицать, но в итоге вышло более показательное объяснение: я не могу оставить оборонные предприятия без заказа. А Киев отблагодарил Вучича и сейчас продолжает благодарить, рассказывая: давай, свергайте его поскорее. Списывать Вучича со счетов, конечно же, не следует, это глупость, потому что уже поторопились списывать и в Грузии, помните, власти, а там они просто были последовательны. И вот эти вот все выходы на улицу, кач, а те последовательно глушили это, правоохранители работали, и все, оно сошло на нет. А кто-то еще и сел за решетку. Пока что базовый сценарий, это классический, власти будут ломаться и делать все для того, чтобы общество выпустило пар. То есть, скорее всего, будут очередные какие-то парламентские выборы, а потом противостояние опять начнется. Тем не менее, очевидцы, которых сложно назвать непредвзятыми, утверждают, что протестное движение с каждым разом становится, наоборот, все более масштабным и радикальным. Потому что слишком много недовольных коррупцией и низким уровнем жизни. При этом властям меняют практически любое происшествие, хотя даже скул-шутинг это происходит, все. Стрельба в школе, это значит, вот неправильно с оружием, это все, это виноват опять
Вучич. Но мы понимаем, что происходят Майданы иногда по вот таким вот вещам, потом это трансформируется, начинают требовать другую вещь, потом третью, потом еще четвертую и так далее. Поэтому и списывать протесты со счетов тоже еще рановато. Другое дело, еще раз повторяю, если там полыхнет, там же не будет такого, что мы свергли Вучича, теперь мы идем в Европу еще ждать. Да нет, нифига. Балканы – это то место, которое трогать не стоит. А вы сейчас посмотрите, что происходит. Со всех сторон идет розжиг. И не только там, со всех сторон. Война всех против всех, если начнется на Балканах, а это вполне возможно. Это Европа, это территориальная Европа. Ну понятно, опять полетят, наверное, самолеты с объединенным ураном. Но только выйти из этой ситуации так просто уже не получится. Да и тогда не просто вышли, да и вышли ли. В общем, продолжаем внимательно наблюдать и за этой точкой, которая становится постепенно горячей. И с моей большой любовью к сербам, которые натерпелись уже столько выше крыши. А тем, кто не знает, что там было, я советую смотреть документальные фильмы, жесткие фильмы, страшные фильмы, но главное не художественные, производства USA, а именно документалку смотреть какую-то хорошую, да? Для того, чтобы плюс-минус ориентироваться, что там вообще происходило и как это было страшно. Желаю сербам всего самого хорошего. Пока.